Здравствуйте, дорогие! Приветствую вас на моем ежедневном подкасте о психологии для женщин, которые хотят быть счастливее и понять себя лучше. Это ежедневные 9 минут только для тебя. Каждый подкаст – один маленький шаг навстречу внутренней опоре. Сегодня мы начнем с самого главного – как ты потеряла себя и как можешь начать возвращение. Найди спокойное место, завари чай. Сядь удобно. Мы никуда не спешим. Просто слушай. Это твое пространство. А я буду для тебя лучшей подругой и самым близким человеком, который всегда поможет. Ты когда-нибудь ловила себя на чувстве, что живешь как надо, но не так, как ты сама этого хочешь? Все вроде правильно. Заботишься о других, стараешься, все держишь в порядке, улыбаешься, даже когда тебе больно. Но внутри пустота. Как будто ты отдалась всему и всем, но в итоге сама исчезла. Это не слабость, не каприз. Это звоночек. Красный флаг. Мы теряем себя не в один момент. Мы теряем себя медленно. Нас с детства учили быть хорошими. Не плачь, не злись, уступи, не будь эгоисткой, не показывай слабость. И вот ты уже не знаешь, где заканчиваются чужие ожидания и где начинаешься ты. Это бесит, правда? Мы теряем свои «хочу», потому что слишком долго жили как надо. Мы предаем свои чувства, потому что боимся быть неудобной. Мы живем с ощущением вины просто за то, что устали, за то, что хотим делать так, как мы сами это хотим. Но знаешь что? Все это можно изменить. Не быстро, не резко, но можно. Возвращение к себе не про борьбу. Это про честность, про замедление, про то, чтобы наконец-то услышать себя, свой внутренний голос. Первый шаг не в действии, а в наблюдении. И я думаю, что ты сделала уже этот первый шаг, потому что ты пришла на мой канал, ты слушаешь мой подкаст, и ты даже дослушала его до 3-й минуты. У меня есть для тебя маленькое, но очень мощное задание. Сегодня, в течение дня или прямо сейчас, если будет момент тишины, просто задай себе 3 вопроса. Первый. Что я сейчас чувствую? Второй. Что бы я выбрала, если бы никого не нужно было радовать? И 3. Где я сегодня предала себя, чтобы не разочаровать других? Если хочешь, ты можешь записать ответы. Не нужно отвечать правильно. Здесь нет правильных и неправильных вариантов. Просто наблюдай. Замечай, что поднимается в тебе. Как будто ты слушаешь любимую подругу. А я постараюсь быть именно такой. И я постараюсь, чтобы ты каждый день ждала мой подкаст. Без осуждения, с интересом, с добротой. У меня также есть для тебя аффирмация на сегодняшний день. Как только у тебя появится свободная минутка, подумай. Возвращение к себе – это не путь силы, это путь бережности. Ты можешь идти медленно, можешь останавливаться, можешь не знать, куда дальше. Главное, не предавать себя снова. И когда ты снова спрашиваешь, что я чувствую, это уже любовь к себе, это ее начало. Когда ты шепчешь себе «мне больно», «мне обидно», «я устала», ты возвращаешь себе голос. Повторяй себе «я учусь слышать себя». Не нужно быть удобной, чтобы быть любимой. А теперь давай подумаем. Где именно ты потерялась? И как начать возвращать себя понемногу? Ответ на это предложение, на этот вопрос, конечно, у каждого человека будет разный. Здесь нужно заглянуть в себя и подумать. Ты уже знаешь, когда женщина говорит «я потеряла себя», она редко может сразу объяснить, где именно она себя потеряла. Значит, нам нужно будет время. Это чувство не всегда острое. Иногда оно как легкий туман, который становится плотнее день за днем. Ты живешь, вроде бы делаешь все правильно, но внутри, опять-таки, как будто ты исчезла.
Сегодня я хочу поговорить с тобой именно об этом, о том, где именно ты могла потерять себя и как начать замечать это. Не чтобы себя ругать, а чтобы бережно начать возвращение. Себя ведь не теряют сразу, себя теряют понемногу. Это происходит постепенно, почти незаметно. Сначала ты перестала спрашивать себя, а я вообще этого хочу? Потом стала говорить «да», когда хотела сказать «нет». О, это самое ужасное, и ненавижу это делать. И с годами я научилась говорить «нет» всему тому, чему я не хочу говорить «да». Затем ты стала бояться выглядеть неудобной, требовательной, слишком эмоциональной. И вот проходит месяц, год, несколько лет. Ты уже не слышишь себя. Ты ведь всегда делаешь как надо. Ты удобная, правильная, разумная, но не настоящая. Ты не живая. Ты — это не только роли, которые ты выполняешь. Ты не только мама, не только жена, не только сотрудница, сестра, дочь. Ты ведь живая женщина с желаниями, усталостью, яркостью, страхами, мечтами. И иногда ты теряешь себя в этих ролях, когда ставишь других выше себя, когда отказываешься от простых радостей, потому что не до этого, когда забываешь спросить, а как я себя чувствую? Но себя можно вернуть. Иногда мы ждем, что возвращение к себе — это как вспышка, осознание, прорыв. Резкое «я все поняла». Но чаще это медленно, тихо и почти незаметно. Как если бы ты собирала себя по частям, как пазл. Ну, посмотри, одна часть, когда ты разрешила себе сказать «нет». Другая, когда не стала оправдываться. Еще одна, когда ты выбрала себя. Даже если никто этого не понял. Предлагаю тебе еще одну практику на сегодняшний день, очень простую, но она многое может изменить. В течение следующих дней просто задавай себе вопрос: где я сейчас теряю себя? Как только вспомнишь, сразу спрашивай себя об этом. Может быть, в разговоре с подругой, где ты снова притворилась, что у тебя все хорошо. Может, в усталости, которую ты снова отложила на потом. Может быть, в мелочах, когда ты смолчала, когда хотела сказать. И когда ты поймаешь себя на этом, не осуждай, просто отметь. Вот здесь я предаю себя, но теперь я это вижу, а это самый большой шаг. Иногда ты замечаешь, но ничего не можешь изменить прямо сейчас. Это нормально. Никто не умеет делать правильно с первого раза. Ты не обязана все исправить в одну секунду. Важно просто заметить. Это наш первый шаг. Это как включить свет в комнате. Ты пока ничего не убираешь, но уже видишь, где что лежит. Возвращение к себе не борьба, это мягкое пробуждение. Почему мы часто не замечаем, что теряем себя? Потому что привыкли, потому что нас так учили. Многие женщины с детства слышали: думай о других, не будь эгоисткой, молчание — золото. И мы молчали, уступали, и мы стали чужими себе. Но ты можешь начинать говорить, даже шепотом, даже внутренне, для себя. Я устала. Я не хочу туда идти. Я злюсь. Я скучаю по себе. Я хочу вернуть себя себе. Это голос возвращения. Тонкий, тихий, но такой живой. Что происходит, когда ты начинаешь замечать себя? Ты вдруг обнаруживаешь, что у тебя есть желание. Ты замечаешь, как тебе хочется тишины, красоты, уединения. В следующем выпуске мы поговорим о том, почему возвращение к себе может вызывать страх. И как пройти через этот страх, не предавая себя снова. Ты только помни, ты не одна, я рядом. Завтра будет следующий шаг. Жди меня, а я буду ждать тебя.